Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня делюсь вот таким вот замечательным рецептом сдобного теста на сметане. Тесто просто шикарное. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Для приготовления потребуется 520 грамм муки, 60 грамм сметаны, 18 грамм живых дрожжей, либо 7 грамм сухих, 60 грамм растопленного сливочного масла, 100 грамм сахара и 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара, 2 яйца комнатной температуры, 125 миллилитров тепленького молока и щепотка соли, примерно пол чайной ложечки. Берем тепленькое молоко, чтобы было приятно руке. Добавляем дрожжи. Из общего количества 1 столовую ложку с горкой муки и примерно 1 столовую ложку или чуть меньше сахара. Все тщательно перемешиваем венчиком. Если будете использовать сухие дрожжи, действуйте абсолютно точно так же. Подготовленную опару оставляем постоять буквально минут на 10-15. А тем временем подготовим сдобную смесь. Берем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар, тепленькое растопленное сливочное масло, сметану тоже брать желательно теплую, комнатной температуры. Предварительно выньте ее из холодильника и просто дайте постоять на столе пару часов. Размешиваем все венчиком до гладкости, до однородности. И сдобная смесь готова. Можно, я, по крайней мере, всегда так делаю, добавить четверть чайной ложечки, даже меньше, вот на кончике чайной ложечки соды в эту сдобную смесь. Так как идет в тесто сметана и вообще небольшое количество соды в дрожжевое тесто улучшает его структуру. Мука у меня уже была просеяна, ровно 520 грамм. Добавляю соль в нее. В сдобную смесь вливаю подготовленную опару. Вот так она мне шикарно подошла. Просто чуть-чуть еще и убежала бы. Чуть не проворонила. Перемешиваю сдобу с опарой подошедшей и добавляю порциями муку с солью. Добавляем частями, вмешиваем, чтобы не переборщить с мукой. Мука разной влажности у всех бывает, поэтому плюс-минус может быть какая-то небольшая разница. Но обычно она небольшая. Перемешиваю сначала тесто лопаткой до тех пор, пока не вберет в себя всю муку. Потом перехожу на замес рукой. Перемешала рукой. Слегка сначала начинаю вымешивать в миске, как бы просто вот такими вот поступательными движениями, либо кулаком, либо рукой. Тщательно собираем тесто в ком. Тесто будет слегка подлипать. Абсолютно нормально, посмотрите на его структуру. Поэтому потребуется еще примерно грамм 20, максимум 30 муки. Много не добавляйте, пусть тесто останется нежное. Я вот добавляю буквально щепоточку на рабочую поверхность и перехожу на рабочую поверхность. Вымешиваю тесто своим любимым способом. Тыльной стороной ладони растягиваю тесто, сворачиваю в рулет, переворачиваю. И снова растягиваю, сворачиваю в рулет, переворачиваю. Также люблю тесто отбивать. Это уменьшает время вымешивания, быстро в тесте развивается клейковина, и тесто становится совсем другое на вид, очень гладенькое и мягкое, не липнущее. Потом также можно еще немножечко подмесить после отбивания теста обычным стандартным способом, собрать тесто в шар. У меня ушло буквально 530 грамм муки, не больше. Та щепоточка муки, которую я добавила, подпылила поверхность, и все. Почему тесто стало гладкое? За счет вымешивания, не за счет добавления муки. Поэтому я всегда говорю, лучше с тестом поработать, как минимум минут 5-7, а лучше все 10. Беру посуду чистую, смазываю растительным маслом, буквально чайная ложечка потребуется. Выкладываю тесто швом вверх, переворачиваю. Таким образом и миска, и ком теста смазаны, и ничего не будет ему мешать подходить и тянуться вверх. Обязательно затягиваю пленкой. И хочу показать, как я обычно растаиваю тесто, создаю хорошие условия. Беру стакан кипятка, ставлю тесто в духовку и включаю лампочку без температуры. Вот так шикарно тесто подошло через час. Делаем одну обминку, тщательно обминаем тесто, снова формируем тесто в шар и оставляем еще на 1 час. Тесто уже потом будет очень быстро подходить после обминки.
Может быть, вам потребуется даже не час, а чуть меньше времени, минут 40. Смотрите, ориентируйтесь по тесту. Еще через час я тесто снова обминаю. И сегодня я буду готовить сдобную булку. Посмотрите, какое шикарное тесто. С ароматом кулича он получается. Очень сдобное, вкусное, сбалансированное по вкусу. Я не буду уже повторяться. Формирую таким же образом, как мы недавно делали сдобную булку без расстойки. 2 жгута и формирую вот такую вот плетенку из 2 жгутов. Вы можете формировать булочки, сдобные вкусные пироги, плетенки, просто косичку какую-то заплести. Вот также вот булочку сформировать, выложить ее в форму, дать ей подойти. В общем, абсолютно все, что вашей душе угодно, вы можете подготовить из этого сдобного теста. Тесто просто потрясающе вкусное. Попробуйте. Все в нем хорошо. И количество сдобы, и количество сахара в меру сладкое. Очень вкусное тесто. И что очень важно, оно не черствеет за счет добавления сметаны. Получается такое волокнистое в готовом виде. Давайте сейчас я покажу на разломе свою булку, какая она у меня в итоге получилась. Вот такая вот булка получается. Тесто такое пористое, влажное. Если его разламывать, оно отходит вот такими вот слоями, волокнами. Очень вкусно. Готовьте с удовольствием. Обязательно пишите внизу свои отзывы и комментарии. Поддержите меня пальцем вверх. Всем пока. До скорой встречи. Надеюсь, я вам была сегодня полезна. Скоро увидимся в следующем видео. Приготовьте такое тесто, не пожалеете. Всем пока.